Всем привет! Сегодня у меня день пикировки, пересадки своих растений, которые уже требуют этого. И сейчас покажу, какие растения я буду пересаживать. Буду пересаживать настурцию, люфу. И вот такая люфа россыпью. Я ее буду пересаживать. Буду пересаживать томаты, хомфрену, потому что она перестала расти в таких плошках. И вот сегодня займусь немезией. Немезия Галакси. Ой, не знаю, как я ее буду пересаживать, но как-то буду. Грунт у меня половина садовой земли, половина покупного грунта. И буквально лопаточку я добавила песка. Детская лопаточка песочная. Добавила песка для рыхлости. Чтобы был такой воздухопроницаемый грунт. Начну с гомфрена, так как это самое маленькое растение. Для нее я взяла вот такие 50-граммовые рюмочки, так как растение не очень большое. И в эти рюмочки я буду высаживать по 3 растения, чтобы потом пучком их высаживать в грунт. В общем, смотрите, корешочка почти нет, они такие манюсенькие вообще. Ну, совсем хиленькое растение. Поэтому она у меня и не росла. Сейчас я ее пересаживаю и начну проливать укоренителями, чтобы наросла корневая система. Так как она у меня уже давно, эта гомфрена, поэтому я решила уже ею заняться кардинально, потому что я вижу, что в плошке никакого толка нет. И присыпаю аккуратно грунтом. И вы знаете, я вот думаю, что она у меня стояла на стеллаже с подсветкой и совсем перестала развиваться. На стеллаже было градусов 20-21. Я думаю, что ей, наверное, нужна температура пониже. Потому что вот вчера я ее вынесла сюда на веранду. Здесь очень прохладная, ну как бы 13 градусов температура. И за ночь они поднялись. Вот эти растения поднялись. Вот на стеллаже стояли с подсветкой такие чахленькие, дохленькие. А за ночь и за полдня при прохладной температуре очень хорошо поднялись. Поэтому я, в общем, перенесла ее сюда. И будет она у меня стоять в более прохладном помещении. Вот такие получились росточки. Итак, сейчас пересажу все. Получилось вынуть с комочком, чтобы тут маленький корешочек, который есть, не травмировать. Вот так и ставлю сразу с комочком. Получилось перенести у меня гомфрену с комочками. И сейчас проливаю. Грунт немножко влажноватый. И водичку я добавила на литр воды. На кончике чайной ложечки корневина, чтобы помочь избежать стресс растениям при пересадке. Для того, чтобы нарастала корневая система. Томатики буду высаживать по 2 в стаканчик. Лучше, конечно, чтобы были по одному, но я в грунт пересаживаю по 2, так как у меня возле дома земли очень мало, но хочется, чтобы было всего побольше, поэтому для пышного куста высаживаю стаканчики, а потом уже в грунт по 2 штуки. Ну, конечно же, многие скажут, что это неправильно. Лучше, чтобы растение развивалось по одному. Ну, вот такие у меня условия. Засыпаю томаты, немножко не досыпая до семядольных листиков. Ну, томаты это тоже такие растения, что они будут расти, и из стебелька тоже будет развиваться корень. Томаты проливаю простой водичкой. Через 10 дней пролью удобрениями с формулой 20-20-20. На сегодня осталась люфа и настурция. Для люфы и настурции я взяла вот такую техническую тару. Она немножко шире, чем стаканчики. И побольше объем. Я не знаю, сколько здесь, наверное, 300 объем. И буду пересаживать вот в такие стаканчики. Корневая у люфы уже хорошая. Смотрите, какая. Поэтому, не разрушая земляной ком, не снимая с таблеточки вот эту бумажечку, она потом сама растворится уже в грунте.
насыпаю немножечко меньше нужно. Ставлю вот так таблеточку в грунт и просто засыпаю сверху. Почти до семядольных листиков. Почему я взяла побольше тару? Потому что растения, что люфа, что настурция, мощные растения. Сразу стали очень хорошо развиваться. Крупные листья. Растут эти растения лианами. Поэтому при пересадке и пикировке сразу же лучше брать емкости побольше. Можно было даже больше, чем такие формочки взять. Наверное, на 500 можно было взять. Ну, можно будет еще потом пересадить. Бумажечки не снимаю, потому что, смотрите, корешки проросли уже через бумагу. Если снимать вот эту бумажечку, то можно нарушить корешочки. Поэтому сажаю вместе с вот такой оберточкой. Немножко вдавливаю грунт. Не совсем, слегка. И вот так каждое растение. Грунт у меня все тот же. Половина своей садовой земли, половина покупной. Немножко песочка. И в этом покупном грунте еще добавлен перлит. Новый пакетик открыла с грунтом. Если кто подкладывал мох, вот как я подкладывала под таблеточки мох сфагнум, его не выбрасывайте. Его можно опять просушить, и он пригодится уже для следующих посевов. Сейчас хочу пересадить вот эту люфу, которую сеяла. У нее еще только начинаются маленькие настоящие листики, но грунта совсем мало, поэтому я ее тоже буду пересаживать. Я ее сеяла россыпью, не замачивая семена, не прогревая. Вот какие они есть, такие есть. И взошли не 100%, но взошли. По люфе я сделала вывод, что лучше, конечно же, семена прогреть, замочить на пару часов в энергене, корневине, для того, чтобы семена хорошо всходили. Стараюсь вытягивать с комочком грунта, чтобы не травмировать, вот смотрите, корневая, чтобы не травмировать корневую систему. И вот так опускаю прям с комочком земли, опускаю и присыпаю грунтом. Если видите, что земли мало, а корешочки уже хорошие, не бойтесь пересаживать. Если нет настоящих листиков, растение выживет. Каждое растение любит, чтобы было побольше грунта и побольше питания. Только нужно осторожно это все делать, потому что, хоть и говорят, у люфы корневая слабенькая, но все равно ее лучше, ну я бы не сказала, что она слабенькая, но все равно ее лучше не нарушать. Вот, потому что нет еще настоящих листиков, и растение вместо того, чтобы расти, оно будет бороться с тем, чтобы нарастали новые корни. Осталась настурция. Немезией уже буду заниматься завтра, так как на немезию нужно настроиться. Она у меня там так спутана, что нужно будет целый день ее разгребать. Вот так вытягиваю растение. Смотрите, уже какая корневая система. Она уже оплела в кольцо, поэтому немедленно нужно пересаживать в емкость побольше. Я ее уже не буду. Здесь два растения, я уже ее не буду саживать по одному. Вот так два пересажу. Немножечко вот так пошевелю корешочки, чтобы их расправить. Их даже можно немножечко обрезать. Таким комочком опускаю в емкость. Придерживаю листики и засыпаю до семядольных листочков. Вот сейчас им, конечно, уже будет получше, покомфортнее, чем в такой маленькой формочке, в которой она была. Здесь у меня одно растение, так одно, и буду пересаживать. Вот смотрите, какая хорошая уже корневая. На сегодня день пересадки закончен. Покажу, что у меня получилось. Это люфа
которую пересаживала россыпью, которая росла россыпью. Настурция. Вот столько томатиков получилось. Сейчас они у меня уже, вся рассада стоит на веранде. Вот так стоит люфа. Буду менять местами, чтобы ей здесь не было слишком темно. Буду менять каждый день местами помидоры с люфой, потому что катастрофически не хватает места. Вся рассада стоит на веранде. Здесь у меня уже температура вот 15, ну это сейчас 12 часов дня. К часам к 3 она поднимется до 18 градусов, потому что на улице сейчас солнышко хорошо, и через стекло веранда хорошо прогревается. Вот так стоит гамфрена. Все стоит на веранде. И еще ни одно растение не пропало при такой температуре. Когда стеллаж стоял в доме, была температура 20-21, и слишком, по-видимому, слишком сухой воздух. Рассада переставала расти. Здесь все нормально. При такой температуре воздуха рассаде отлично. Возможно, завтра буду заниматься немезией. Сниму отдельное видео по пересадки немезии, потому что, ой, она у меня здесь до такой степени спутана. Это нужно настроиться, чтобы никто не отвлекал, и потихоньку пересаживать, не занимаясь никакими другими растениями. Всю рассаду после пересадки я проливала простой обычной водичкой комнатной температуры. И примерно через недельку, когда я увижу, что растения укоренились, начали выпускать новые листики, начну подкармливать удобрениями, в которых больше азота, для того, чтобы нарастала хорошо зеленая масса. Корешки у этих растений уже хорошие, поэтому удобрения буду для нарастания проливать удобрениями для нарастания зеленой массы. Только гамфрену я пролила после пересадки. Сейчас аккуратненько ее возьму, чтобы не нарушить. Только гамфрену я пролила, разбавила в водичке немножко корневина, укоренителя, и пролила укоренителем, потому что у гамфрены совсем были крошечные корешки, и нужно было дать тому растению стимул для дальнейшего роста. Все остальное пролила водичкой. На этом все. Кто оставался со мной, всем спасибо за просмотр. Всем пока.